Мы снова рады приветствовать зрителей нашего канала и хотим представить очередное изобретение профессора Рамзеса. Здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Я вижу у вас в руках небольшое устройство, у которого имеется всего лишь один USB вход и больше ничего. Скажите, пожалуйста, что это? Это новое зарядное устройство для телефона, в котором нет ни скрытых аккумуляторов, ни движущихся частей. Он не соединяется к розетке. Он сам в состоянии вырабатывать электричество для зарядки телефонов в бесконечном количестве. Работа ее основана на квантовой физике. Он, конечно, ее работа нарушает основополагающий закон физики, классической физики, закон сохранения энергии, второй закон термодинамики. Но это новая физика. Это квантовая физика. Чтобы выработала без движения магнитное поле постоянного магнита, мне пришлось специально синтезировать кристалл квантовыми свойствами. Сейчас мы продемонстрируем, как она работает. Вот телефон заряжаем. Угу. Так. Ага. Вот мы видим телефон. Зарядка Это идет? Samsung, да, зарядка идет. Так, сейчас мы зарядим А, к Xiaomi попробуем. к Xiaomi. Xiaomi тоже заряжает. К Xiaomi тоже заряжает. Вот один USB. И вот к Xiaomi. Так. Так, теперь покажите, как он Она работает. может заряжать любой тип телефона. Сейчас я вам расскажу, что внутри. Самое интересное. Наверное, всем интересно, что же здесь внутри. Внутри ничего нет, кроме двух вещей. Вот снимаю крышку. Угу. Здесь постоянный магнит. Вот такого типа неодимовый магнит. А, на рынке продается. И здесь USB вход. Угу. А вот здесь двух сторон квантовые кристаллы, которые под воздействием магнитного поля постоянного магнита вырабатывает электрическое напряжение, сразу постоянный ток. Работа кристалла основана на хорошо известном физике принципе туннельного эффекта. Вот. Кристалл имеет обширный туннельный эффект, за счет чего удается достичь таких результатов. Поэтому этот вид зарядного устройства будет заряжать телефоны неограниченное количество раз, пока магнит не потеряет свое магнитное поле. Ну, она, как известно, длится 150-200 лет. А потом достаточно менять магнит. И еще 200 лет. Да, и опять он будет работать. Вот.
только надо дожить еще 200 лет. Сколько дает вольт ампер? Тут количество кристаллов подобрано таким образом, чтобы был как раз то, что необходимо для зарядки телефона. Это 5 вольт и 2 ампера. Отлично. Больше не нужно для ускоренной зарядки 3 ампера. От этого аккумулятор быстро портится. Вот. Так что это совершенно новое. Аналоги есть где-нибудь? Аналогов, конечно, нет. Это новая физика. И уже десятки лет о новом квантовом состоянии веществ известны. Но это все 99% теоретически. Но сейчас пытаются делать квантовые компьютеры, но пока работающего ничего нет. Это первый работающий модель на квантовой основе. Вот. Я думаю, на этой основе будут уже созданы многие медицинские препараты, например, лекарства от рака, например, таблетки от старости. Вот. Это синтез этого кристалла дала много пищи для раздумий. Так что в будущем еще на этой основе много чего будем делать. Полезные вещи будем делать. А кто-то может подумать, что тут может быть радиация роль играет, что вырабатывает такое количество электроэнергии. Вот радиометр. Радиоскан. Понял. Сейчас мы измерим гамма, альфа, бета частицы. Давайте посмотрим. Она не шумит. Подожди. Вот зелененькая. Зеленая полоса снизу. Это безопасная зона. Дальше. Зеленая. Это бета, да? Бета-альфа. Ага. Вот. Все, у нее просто зарядка кончается. Ага. Он не шумит, не глючит. Все нормально. То есть она безопасная. Она абсолютно безопасная, там радиации нет вообще. Как некоторые могли бы думать. Могут возникнуть вопрос, как это маленькое вещество без аккумулятора может заряжать такие телефоны. И тут принцип совсем другой. Это квантовая физика относится, эти процессы. Профессор, вы понимаете, что вы не просто индустрию пауэрбанков разрушаете, но и в целом продажу электроэнергии, Понимаю. потому что получается, что она у вас из воздуха, из магнитного поля. Да, я понимаю это, но понимаю, что врагов будут много, и по части электроэнергетики, отчасти нефти и газа. Так что все равно я рискнул это видео уложить в интернет, потому что наука и технологии должны двигаться дальше. И, может быть, не совсем простой вопрос для вас. Как вы считаете, как ученый, для него настало время для этого изобретения? Это хороший вопрос. Я об этом думал. Я думаю, что она опередила свое время лет на 50. Угу. Но поскольку она сейчас появилась, а почему она появилась? Я физик. Мне просто, я вижу, люди
Но 5 миллиардов человек на Земле держат в руках смартфоны. И все они привязаны к розетке. Меня эта вещь возмущала. И я считал для себя это оскорблением. Надо что-то делать. Вот это сделал. И теперь розетка не нужна. Это будет работать 150-200 лет. Беспрерывно. Она может заряжать друг за другом беспрерывно миллионы смартфонов. У нее энергия не кончится. Там ломаться нечему. Истощаться нечему. Что ж, спасибо вам большое. Вы в очередной раз нас удивили, поразили. Я думаю, тем счастливцам, которые первыми увидят на канале эту информацию, несказанно повезло. Ждем от вас новых изобретений и всегда будем рады опубликовать очередные ролики. Спасибо.